Привет, я строила Мерседес, а у меня опять получился КАМАЗ. Хорошо, что не танк Армата. В 2023 году семейство вот таких вот КАМАЗов уходит с конвейера. Так что самое время сделать настоящий памятник уходящей эпохи. Меня зовут Даша, вы на канале Dasha Models. И сегодня я буду строить КАМАЗ К4. И сборка этого тягача не вызвала у меня сложности, а даже наоборот, было очень легко, поскольку тягач К4 очень сильно напоминает такую машину в серии К5. А я уже знала, как правильно членить эту модель на этапы покраски. Сейчас я покрываю модель черной краской от Gemscale. И по моему опыту я поняла, что краски от Gemscale отлично ложатся на пластиковые модели. Но при работе над моделями от ТВД я рекомендую использовать грунтовку. Все-таки с голым металлом краски этого производителя взаимодействуют не так хорошо, как с пластиком. И, кстати, не забывайте обезжиривать свои модели перед покраской. Также я окрашу салон грузовика. Собирается он буквально из 5 деталей. Сама основа кабины, 2 сиденья, торпеда и руль. Черной краской я как бы наношу грунт и предварительное затемнение. А потом серой краской я сделаю имитацию пластикового покрытия убранства кабины. Хотя сама кабина практически не видна на модели. Но серая окраска будет немножко выглядывать из-под стекол. Приму заокраску внешней части кабины. Она, как и рама, сделана из белого металла, поэтому я рекомендую ее грунтовать перед окраской, а то вам придется ее потом несколько раз подкрашивать. А вначале я закрасила внутреннюю часть кабины в черный цвет, чтобы металл не отсвечивал на готовой модели. А потом я начала окраску кабины уже в основной цвет, и это будет синий. Такие КАМАЗы я видела в белом, красном, желтом и синем цветах. Белый мне уже изрядно надоел, а с желтым я решила не мучиться. Так что синий – это идеальное решение. Использую тут краски от фирмы Gemscale из набора с раллийным КАМАЗом. Магистральные тягачи зачастили на моем канале. Например, в прошлом году я сделала аж 3 штуки КАМАЗов серии К5, то есть самых новых и современных КАМАЗов. Они почему-то были очень популярны среди моих заказчиков. Также я успела построить модель грузовика Peterbilt в самом огромном 24-м масштабе. И работа над этой моделью у меня не произвела никакого сильного впечатления, так как грузовик в таком крупном масштабе мне больше напоминает игрушку, а не модель. И это мое личное, сугубо мое мнение. Все-таки 43-й масштаб идеален для воссоздания образа грузовика. Когда-то давно я уже строила модель сидельного тягача МАЗ от АВД. И тогда, если кто-то помнит, они выходили еще в коричневых упаковках. И я покрасила эту модель в бежевый цвет. А спустя время в моей коллекции появилась еще более ранняя версия этого тягача. И обратите внимание, что у него не совсем правильные передние диски. На самом деле у меня в наборе их не оказалось, и мне пришлось ставить поздние диски. Но давайте будем считать, что такую модернизацию МАЗ получил после ремонта. А купить модели от фирмы АВД можно в магазине «Модельная лавка». Там всегда есть большой выбор моделей грузовиков и не только. А используя этот промокод, при первой покупке у вас будет скидка в 500 рублей. Промокод и ссылочка на магазин будет в описании к видео. Окрашу двигатель в металлический цвет, хотя мне знатоки подсказали, что крышка блока цилиндров должна быть синего камазовского корпоративного цвета. А теперь время поработать ручками. Мне надо окрасить переднюю облицовку в нужные цвета. Тут не так много декоративных элементов, как у его старшего брата КАМАЗа К5. Кстати, у меня на канале есть уже аж 3 видео с работой над КАМАЗами 5-го поколения. Так что благодаря им вы сможете отлично прокачаться в окраске тягачей. Для ручных работ я использую все еще краски от ACM и кисточки от Miniwar Paint. И также я рекомендую подписаться на мой Дзен-канал. Там я публикую много контента, которого нет в YouTube. А если вы хотите поддержать мое творчество, то можете сделать это на сервисе Boosty или Donation Alerts. А подписавшись на Telegram, вы не пропустите мои новые видео и статьи. Все ссылочки есть в описании к видео. Мне надо аккуратно металлическим цветом окрасить буквы на передке КАМАЗа. Это коммерческая модель, поэтому буквы КАМАЗ тут написаны на латинице, в отличие от военных КАМАЗов, где все кириллицей. А теперь я продолжаю окрашивать фурнитуру кабины. Мне надо заняться люком, дверными ручками и прочими элементами. И тут нужна усидчивость. А еще очень интересно проследить судьбу прототипа текущей модели, и она дает неким оттенкам разрушенных надежд и абсолютно неправильной стратегии при развитии бизнеса. Огромной проблемой для отечественного грузового автомобилестроения стал вопрос с кабинами. Старые кабины не отвечали современным требованиям безопасности и комфорта, а российские потребители, увидев зарубежную технику, хотели тоже работать на современных машинах и в современных условиях.
И оказывается, чтобы разработать свою собственную кабину, в 145-миллионной стране практически оказалось это невозможно. И я серьезно. За годы нашего прекрасного капитализма была полностью уничтожена отечественная автомобильная конструкторская школа. Причем кабина грузовика – это не космический корабль, и ей не нужно погружаться ни на 100-метровую глубину океана и не работать при сильнейшей радиации. Тем более на Западе уже умеют разрабатывать и изготавливать такие изделия. Надо было лишь только поучиться, но нет. Пришлось брать кабину зарубежного образца и брать ее полностью. И да, при этом надо договориться и платить деньги Мерседесу. Кабины КАМАЗов серии К4 были взяты целиком от Мерседесов серии Аксер. И наши конструкторы, они только добавили несколько пластиковых деталей, чтобы было не прям в точь-в-точь. И знаете, что забавно в таком подходе? После событий февраля 2022 года эти кабины стало невозможно изготавливать. И линейку К4 камазовцы полностью закроют в 2023 году, сделав несколько машин из заделов уже имеющихся деталей. И вот вам такое импортозамещение. Для защиты предыдущих этапов работы я покрою модель глянцевым лаком. Это дополнительно даст немного блеска. А теперь настало время поработать с смывкой. Смывка – это жидкая масляная краска, и в моем случае черного цвета, которая затекает внутрь рельефа модели и таким образом создает тени, что отлично оживляет модель. А излишки я смываю ватной палочкой, смоченной в white спирите. Собственно, поэтому этот прием и называется смывкой. Вначале мы наносим, а потом смываем. Все просто. И я рекомендую вам попробовать этот прием на своих моделях. И вы можете купить либо готовый раствор, или же сделать самостоятельно из масляной краски и white спирита. Я обратила внимание на один нюанс. Очень часто такие тягачи можно увидеть на дорогах со светоотражающими полосками желтого цвета. Но фирма АВД не кладет их в коробочки с декалями, а зря. Но я нашла в своих запасах декали от грузовика МАЗ, где и были как раз такие декали. И мне осталось всего лишь отрезать по нужному размеру и перенести декаль на грузовик. И с ними тягач выглядит намного интересней. Но тут должна быть шуточка про сочетание цветов, но я, пожалуй, промолчу. Между делом я окрашу резиновые уплотнители стекол грузовика, а их тут немного, благо это не автобус. И теперь я переношу декали на модель. Я смачиваю в теплой воде отрезанную по нужному размеру декаль и примерно 15-20 секунд жду, когда размягчится бумажная основа, а затем переношу при помощи зубочистки на модель. Все просто. Покрашу также задние фонари. Они у КАМАЗа нового типа, светодиодные, то есть у них посередине красная полоса, а по бокам белые. Приемом сухая кисть я выделю рельеф на раме грузовика. Черная рама, поэтому методов работы над ней немного. Я использую специальные кисти для метода сухой кисти, как бы не парадоксально это ни звучало. Они просто более жесткие. Модели таких КАМАЗов, да и вообще почти любых КАМАЗов разлетаются как горячие пирожки. На модельной лавке есть еще и в продаже модель КАМАЗа К4 с высокой кабиной для дальнобойщиков и прицепом НЕФАС. Так что спешите купить, если вы еще не купили. А тут я продолжаю использовать метод сухой кисти, но уже для кабины я использую светло-синий оттенок. Мне надо пройтись по характерным выступам рельефа на крыше и бортах. КАМАЗ у меня будет возить самосвальный полуприцеп.
и поэтому он должен соответствовать своему партнеру. Я запылю модель сухим пигментом. И вот такой у меня получился автомобиль. Работой я довольна и надеюсь, что это видео вам оказалось интересным. А вы строили модели вот таких КАМАЗов? Если да, то напишите об этом в комментариях. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. И не забывайте подписываться.